Полуденное солнце заливало ослепительным светом узкие мощенные улочки небольшого греческого городка. В воздухе стоял густой терпкий запах сухой сосны, цветущих бугенвиллей и раскаленного асфальта. Для туристов это был идиллический курортный полдень, когда положено неторопливо пить холодный фраппе в тени полосатых навесов. Но для одного существа этот город превратился в раскаленный лабиринт боли, страха и тихого отчаяния. По тротуару, с трудом волоча заднюю лапу, брел крупный белый пес. Его шерсть, когда-то наверняка ослепительно чистая и шелковистая, теперь сбилась в грязные колтуны, покрылась слоем дорожной пыли и бурыми пятнами запекшейся крови. Голова животного была опущена почти до самой земли, а из приоткрытой пасти с тяжелым хрипом вырывалось горячее дыхание. Каждый шаг давался ему с невероятным усилием. Пес не просто шел. Он вел непрерывную борьбу с собственным телом, которое отказывалось подчиняться. Прохожие замирали с сочувствием и тревогой, глядя на изможденного гиганта. Было очевидно, что животное переносит невыносимую боль, но в его помутневших глазах все еще теплился огонек странного, фанатичного упрямства. Он упорно поворачивал за каждый угол, принюхивался к дверным проемам, всматривался в силуэты людей и снова двигался дальше. Он что-то искал, точнее, кого-то. Когда пес поравнялся с белым двухэтажным домом с синими ставнями, силы окончательно оставили его. Он не присел отдохнуть, не лег осторожно на бок. Он просто рухнул на каменные плиты мостовой, словно подкошенное дерево. Тяжелое тело глухо ударилось о землю. Лапы вытянулись, веки сомкнулись, и пес замер, перестав бороться с накатившей тьмой. Вокруг мгновенно собрались люди. Хозяйка дома выбежала с миской холодной воды. Двое молодых парней опустились на колени рядом с неподвижным телом. «Он дышит?» — взволнованно спросила женщина. «Едва-едва. Пульс почти не прощупывается. Нужно срочно звонить в спасательную службу. Сами мы ничего не сделаем», — ответил один из юношей, уже набирая номер местного приюта. Элени, волонтер с многолетним стажем, примчалась через 15 минут. Ее видавший виды фургон с визгом затормозил у тротуара. Выскочив из машины с аптечкой и носилками, женщина подбежала к собаке. Картина была удручающей. Крупный белый пес лежал абсолютно неподвижно, не реагируя на звуки, прикосновения и резкий запах нашатырного спирта. «Ну же, мальчик, держись! Давай, открой глаза!» — шептала Элени, осторожно проверяя зрачки и слизистые оболочки. Собака не подавала признаков жизни. Ее тело казалось пугающе легким для таких внушительных габаритов. Медлить было нельзя ни секунды. С помощью прохожих Элени аккуратно переложила тяжелое животное на брезентовые носилки, а затем погрузила в салон машины. Фургон сорвался с места, направляясь в ветеринарную клинику. В операционном блоке началась борьба за жизнь белого пса. Опытный ветеринар Никос сразу же подключил пациента к капельницам, чтобы снять тяжелейший шок и обезвоживание. Рентгеновские снимки подтвердили худшие опасения. Задняя лапа была раздроблена в нескольких местах. Имелись сильные внутренние гематомы и трещины костей таза. «Характер травм указывает на сильный удар автомобилем», — хмуро констатировал Никос, изучая снимки на неготоскопе. «И что самое страшное, авария произошла не сегодня и даже не вчера. Он ходил с этими переломами несколько дней. Сложно представить, какую адскую боль он испытывал при каждом шаге. Это чудо, что его сердце вообще выдержало такую нагрузку». Пока пес находился под наркозом, а хирурги собирали поврежденную конечность буквально по осколкам с помощью металлических спиц и пластин, Элени решила выяснить судьбу животного. Городок был небольшим, и слухи здесь распространялись быстро. К вечеру волонтерам открылась горькая и жестокая правда. Этого пса звали Аполлон. Когда-то он был любимым щенком, но по мере взросления превратился в огромного пса, требовавшего много внимания, заботы и пространства. Семья, в которой он жил, решила избавиться от питомца самым подлым способом.
Его просто погрузили в багажник, увезли на другой конец города и выбросили посреди незнакомого квартала. Но преданное сердце собаки не знало предательства. Аполлон не понимал концепции человеческой жестокости. Он искренне верил, что хозяева просто потерялись или случайно оставили его. Ведомый невероятной любовью и собачьей верностью, он день за днем, улицу за улицей, прочесывал незнакомые районы, пытаясь отыскать свой дом. Во время этих отчаянных поисков его сбила машина. Водитель даже не затормозил, скрывшись с места происшествия. Раненый, истекающий кровью, хромающий пес поднялся на лапы и продолжил поиски. Он шел до тех пор, пока боль и истощение не победили его волю у того самого дома с синими ставнями. Операция прошла успешно, но впереди был долгий путь реабилитации. Первые несколько дней Аполлон провел в стационаре под круглосуточным наблюдением. Когда действие сильных обезболивающих спало, пес впервые за долгое время осознанно открыл глаза. Перед ним сидела Элени. В глазах животного не было злости или дикого страха, только глубокая, бесконечная усталость и немой вопрос. Элени протянула руку, позволив собаке обнюхать пальцы, и осторожно погладила его по широкому белому лбу. Пес шумно вздохнул и тихонько ткнулся носом в ее ладонь, словно благодаря за спасение. Лечение дало поразительные результаты. Молодой и сильный организм постепенно брал верх над травмами. Металлоконструкции надежно фиксировали кости, раны затягивались, а регулярный уход, специальная диета и витамины творили настоящие чудеса. Через месяц Аполлон уже уверенно наступал на больную лапу, лишь слегка прихрамывая. Его свалявшаяся шерсть после тщательного груминга вновь превратилась в роскошную, ослепительно-белую шубу, густую и мягкую. Когда реабилитационный курс завершился, пса перевели на общую территорию приюта. Здесь его ждала совершенно новая жизнь. Пройдя через предательство и нечеловеческие страдания, Аполлон не озлобился. Напротив, в нем проснулось удивительное дружелюбие и благородство. В приюте он мгновенно стал всеобщим любимцем. Маленькие трусливые щенки бегали за ним по пятам, прячась под его широким животом, как под надежной крышей. Старые ворчливые собаки охотно делились с ним местом на мягких подстилках. Аполлон обладал редким даром мирить дерущихся сородичей. Ему достаточно было просто подойти и встать между спорящими, как конфликт тут же угасал. Он подружился буквально со всеми обитателями приюта, став для них мудрым и добрым защитником. Но судьба готовила для греческого великана новый поворот. Элени регулярно публиковала истории спасенных животных на международных платформах. Фотографии белоснежного греческого пса с умным пронзительным взглядом и трогательной историей спасения привлекли внимание супружеской пары из Великобритании – Марка и Сары. Семья жила в живописном пригороде графства Йоркшир, в просторном доме с огромным зеленым садом. У них уже жил один питомец – жизнерадостный шоколадный лабрадор по кличке Барни. Увидев Аполлона, Марк и Сара поняли, что их дом должен стать для него тихой гаванью, где он навсегда забудет о пережитом кошмаре. Процесс оформления международных документов, ветеринарных паспортов и согласований занял несколько недель. Наступил день расставания. Волонтеры приюта не могли сдержать слез, провожая своего любимца. Другие собаки чувствовали важность момента. Они выстроились вдоль ограждений вольеров, провожая Аполлона тихим поскуливанием и дружелюбным вилянием хвостов. Пес на мгновение остановился у ворот, оглянулся на тех, с кем делил кров последние месяцы, и издал короткий глуховатый лай. Это было его искреннее прощание и благодарность. Путешествие в Великобританию прошло спокойно. Аполлон перенес перелет с поистине стоическим спокойствием, словно чувствуя, что впереди его ждет настоящее счастье. Первая встреча с новой семьей произошла на зеленой лужайке перед британским домом.
Дверь машины открылась, и белый гигант осторожно ступил на мягкую английскую траву. К нему навстречу, радостно помахивая хвостом-пропеллером, уже бежал лабрадор Барни. Вопреки всем опасениям кинологов о возможной настороженности, знакомство прошло идеально. Барни дружелюбно обнюхал нового соседа, ткнулся носом в его щеку и приглашающе припал на передние лапы, предлагая игру. Аполлон, замешкавшись на секунду, весело вильнул хвостом и сделал ответный шаг. В этот момент завязалась крепкая дружба. Марк и Сара окружили Аполлона невероятной заботой, любовью и вниманием. В новом доме у него появилось свое мягкое ортопедическое место у камина, горы игрушек и ежедневные долгие прогулки по изумрудным холмам Йоркшира. Хромота со временем полностью исчезла, оставив лишь легкий след былой беды. Теперь Аполлон часто лежит на террасе дома, положив массивную голову на лапы, и наблюдает, как его друг Барни гоняется за бабочками. Он прошел через предательство тех, кого любил, через нестерпимую боль раскаленных греческих улиц и холод одиночества. Но его бесконечная верность и жажда жизни привели его именно туда, где его ждали по-настоящему. Он наконец-то нашел свой настоящий дом, место, где его больше никогда не предадут.